Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня нашей скотоферме исполнилось 3 года. 3 года, как вот эта самочка родила нам первых скотят. Это было 3 маленьких скатика, один из которых умер при родах. Таким образом, у нас осталось 2 скатика, которых мы назвали Аманда и Антонио. Вы уже знаете эту историю, кто следит за нашим каналом. И они в одних руках. И когда мы праздновали 2-летие нашей скотофермы, то там есть интервью с нынешним хозяином, которое вы можете посмотреть на канале. Ну а сегодня здесь вы видите 3 скатов. Это папа, мама и их дочка. Я вам покажу небольшое видео подводное, сделанное другим, более старым телефоном, который мне было не так страшно опускать под воду. Дело в том, что я раньше очень часто опускал телефоны под воду, но потом ничего с ними не случается, они действительно выдерживают все это, но постепенно садится звук. Я не уверен, что это связано с опусканием под воду, но есть подозрение. От вас часто звучат вопросы, как что у нас устроено, поэтому готов вот сейчас вам рассказать. Вот эта емкость, она на 4 куба, ну воды, наверное, 3 или 3,5 куба вместе с сампом. Значит, вот здесь вот эта гребенка сделана, это вход с насоса из сампа сюда. Почему гребенка? Для того, чтобы, если вдруг холодная или более горячая вода, она не лилась одной струей, во-первых. Во-вторых, гребенка обеспечивает насыщение дополнительно кислородом. Вот здесь вы видите аэратор. С той стороны тоже есть аэратор и есть помпа течения для создания течения, которое, считается, что скатам нравится, но спросить у них мы не можем. А во-вторых, она позволяет собирать мусор вот здесь в центре этой емкости и таким образом облегчая чистку емкости, чистку дна. Вот эта перегородка была поставлена для того, чтобы отделить самца от самки, потому что в период спаривания самец сильно кусает самку, и она плавает прямо с покусанными боками. Как видите, сейчас у нее все нормально. Перегородка на самом деле сейчас открыта и уже очень давно. Дело в том, что они очень быстро научаются ее деформировать и пролазить. Они в последнее время пролазили вот здесь, то есть они становятся вертикально вдоль стены и проходят через вот эту щель. Конечно, можно убрать все щели, но мы увидели, что все стало нормально, и он перестал ее кусать, и мы открыли. Но, тем не менее, мы видим, что скотята у нас в последнее время давно уже не рождались. Соответственно, значит, эта перегородка каким-то образом мешает. Хотя, может быть, и мешает присутствие дочки. Вот эта дочка. Теперь посмотрите, значит, здесь мы сделали вот эту раму для того, чтобы положить покровные стекла. Это оргстекло, оно уже мутное от времени, но это еще первое стекло, то есть больше 3 лет, наверное, 5 лет оно уже здесь стоит, потому что брали мы самца и самку раздельно. Они совершенно из разных хозяйств, и они были еще молодыми, и сначала они здесь подрастали, а потом уже появились мальки. Вода переливается из емкости вот через эти трубы. Их несколько для того, чтобы предохраниться от различных случаев перелива. Если забилась одна труба, то будет работать другая. Здесь есть регулировочные и
вентили для открывания-закрывания. Сначала вода идет в носок вот этот, который каждый день меняется, моется и сушится. Когда сильно загрязняется, мы их кидаем в стиральную машинку. Вот. И обратите внимание, вот многие спрашивают, сколько что стоит и так далее, как можно ли сделать подешевле. У нас на самом деле не используются никаких дорогих наполнителей. Это обыкновенные губки для аквариумов. Они крупнопористые. Внизу подставочка для того, чтобы могла вода проходить вот сюда, потом вот так и идет на лаву. Лава на самом деле один из самых недорогих наполнителей для аквариума. И сюда мы обычно ложим еще уголь, который периодически меняем. Активированный уголь для того, чтобы поглощались разные вредные вещества из воды. А это обыкновенный гофрированный шланг, нарезанный кусочками. И на нем тоже сидят бактерии. Идея была сделать кипящий слой, но, как видите, слой не кипит. Он сначала кипел, но потом, когда как раз бактерии на него активно насели, то есть появляется слизь на стенках, трубки становятся тяжелее, и они уже редко-редко всплывают. Слишком большую барбуляцию мы не хотим делать. Здесь лежит немножко керамики, просто остатки откуда-то оставались, мы сюда закинули дополнительно, лишнего не будет. Значит, здесь у нас один насос, который качает воду к нагревателю. Вместо нагревателя мы поставили вот такой вот обыкновенный, как это называется, господи, бойлер для воды. Он выставлен на определенную температуру и поддерживает ее. Так, это у нас УФ-лампа. Она постоянно включенная практически. Но она не очень большой мощности для такого объема. Поэтому мы можем ее не выключать никогда. Все. И отсюда, с помощью вот этого насоса, вода подается уже обратно на гребенку. А сейчас я вам могу показать инструмент, с помощью которого мы чистим дно аквариума. Вот обыкновенная труба водопроводная, с помощью которой мы удлинили китайский, вот он насосик, там на конце раструб, бутылка лежит, не обращайте внимания, это не к этому. Вот, и все. Здесь вот выключатель у него. Это на Алиэкспрессе можно купить и удлинить с помощью трубки так, как вам нужно. Ну вот поэтому по этой емкости практически все. Вот так это выглядит все вместе. Насосы стоят с регуляторами. Это компания Джеба. Вот у этого насоса, вот он регулятор. Можно остановить на 10 минут, если нажать вот эту кнопку, и регулировать мощность насоса. Ну и, соответственно, его производительность. А это регулятор от волнового насоса, который я вам показывал. Это подводная съемка. Чтобы рябь не мешала, и я приостановил циркуляцию воды, чтобы из гребенки вода не шла. Вы видите дочку из второго нереста, Беатрис. У нее очень красивый симметричный рисунок. И впереди, перед глазами, характерный треугольник из белых точек. Вот пришла мама Василиса. Она просто огромная. Перейдем через перегородку в другую комнату. Вот отец молодец. Вот он. Вы можете видеть, что дочка догнала его в размере, и она будет еще расти.
У самца у основания хвоста вы можете видеть его половые признаки, так сказать. А это аэратор. В последнее время скаты стали разгрызать камни для аэрации, буквально превращая их в песок. Поэтому мы заменили. Василий иногда часами плавает по стенке, при этом он издает различные звуки, пугающие на разводне, потому что прислушиваешься к работе всех приборов. Ну а здесь вы можете видеть 4 из 7 оставшихся последнего выводка скатиков. Это мальчики, 4 мальчика. Аквариум на 500 литров. Здесь же в системе еще аквариум на 500 литров, поэтому общая 1000. И пока что вот этот аквариум пустой, у нас есть на него виды, там будут не скаты. Я думаю, что попозже я вам расскажу, что там будет. Покажу их поближе. Вот такие ребята. Как на подбор. С разными рисуночками. Вот этого скатика, вот здесь вот такая прорезь на носу. Она была с рождения, и мы думали, что она зарастет. Но нет, она не зарастает. Когда он был маленький, это была маленькая-маленькая ямочка. Она выросла пропорционально росту рыбы. Здесь у нас также сидят 2 турисомки. И обратите внимание, что 4 практически взрослых уже ската, они 30 сантиметров и более, здесь живут, и биологической фильтрации хватает. Я могу показать, как и за счет чего это достигается. Здесь у нас стоит самп и стоит фитофильтр. Сейчас я выключу камеру и залезу, чтобы вам показать более подробно. Ну, понятно, что вот эти трубы, вот эти краны предназначены для регулирования потока воды. Вода из фитофильтра и из сампа идет и попадает сюда по вот этой трубке через вот этот кран. С помощью этого крана регулируется поток и переливается вот здесь, через вот эти щели, в нижний аквариум. В нижнем аквариуме стоит насос, помпа, которая подает воду наверх. И также здесь стоит вот входная труба, которая вот отсюда вода попадает вот сюда. Нагреватели стоят внизу. И вот эта трубка, она сливает излишнюю воду. И также здесь есть вот спуск воды из нижнего аквариума и из верхнего аквариума. Кроме того, здесь вот это кран, через который мы наполняем в случае подмены. И стоит вот этот маленький кран, черненький, для протоки. Протока включена чуть-чуть. Через вот этот шланг вода постоянно подается в этот аквариум. Ну, подмена идет здесь томно,
И подмена идет не более 2-3% в сутки. Тем не менее, вода всегда свежая, красивая, прозрачная. Теперь вот я наверху, и вот здесь вот этот гусак, так сказать, с быстросъемным кусочком шланга, по нему подается из помпы вода сюда наверх, и вода попадает сразу в носок. Этот носок каждый день меняют. Вот это ведро, в котором стоит запасной носок, его ставят, этот забирают. А здесь идет обыкновенный самп с лавой. Вулканическая лава везде у нас лежит. Вот здесь в промежутках кое-где лежат губки. Это запасные губки, на самом деле, которые мы забираем отсюда, когда надо запустить какой-то другой аквариум, чтобы они уже были с биологией. Вода доходит по сампу вот сюда. И здесь вот это перелив Херби, с помощью которого, он усложнен тем, что вода еще идет в фитофильтр. Вот этот кран, он регулирует поток на фитофильтр. Как видите, он сейчас полностью просто открыт. И вот сюда заливается вода. Но это зависит на самом деле еще от уровня воды вот там, вот в этом колене. От этого зависит, сколько воды будет течь сюда, а сколько воды будет перетекать через вот это колено и напрямую уходить вниз в аквариум. Вот. А по фитофильтру вода проходит, и здесь все та же лава. Вот она лава, вот она влажная, вот эта нитка натянута для того, чтобы знать, сколько воды у нас должно быть в аквариуме. И здесь вот действительно вот должно быть видно, что уровень примерно по нитке. Вот здесь и, соответственно, там, где лава, тоже. И растения очень хорошо растут. Можете судить по тому, что вот эта монстера, мы ее вчера пересаживали, позавчера пересаживали. И это вот детка, которую мы отделили, а родительская монстера, она огромная стала, и она доставала до потолка, до лампочек. И видите, и здесь, и в соседнем фитофильтре мы посадили деток, а основное растение пересадили в горшок. Вырастут, придется снова подменивать. Почему? Потому что дорастает до потолка, во-первых, а во-вторых, потому что корнями заплетает все пространство в фитофильтре. Вот. А здесь идет слив уже теперь из фитофильтра, и здесь мы можем контролировать по вот этому уровню, что фитофильтр работает. Если уровень снижается, то перестает вода циркулировать через фитофильтр, и это, конечно, нехорошо. Мы этого стараемся избегать. Ну а теперь давайте посмотрим на соседей. Наших скатов. Здесь у нас в основном дискусы, ну и сопутствующая рыба, которая помогает дискусам жить, ухаживать самим за своим аквариумом, но приходится все равно осуществлять дополнительный уход. Здесь молодые дискусы, вот еще. Здесь сейчас дискусов нет, есть пара скалярий, вот такие. Денисони и эти родостомусы. Здесь тоже сейчас дискусов нет, всех забрали. Вот такой дизайн аквариума. Снизу вот картинка другая, и тоже пока пусто,
Ну, везде есть сомики, везде есть сторисомки. Сейчас мы карантиним кориков и других сомиков для подсадки сюда, в эти аквариумы. В каждом аквариуме стараемся сделать какой-то индивидуальный дизайн, чтобы было интересно, и подобрать для него рыбу, которая будет комфортно и чтобы было красиво. Не все у нас получается. Действуем методом проб и ошибок. Вот здесь было много мха. На этой коряшке было довольно красиво, но мы решили это дело подрезать. Мох рассадили в другие аквариумы, потому что его уже было слишком много. И здесь на каждой ветке, ну, на некоторых ветках разный мох. И, соответственно, когда он разрастается, он начинает друг на дружку наезжать. И мы не хотели этого избежать. И здесь мы дизайн еще не сделали. Пока вот здесь то, что у нас есть, как бы хранится. Вот. Но думаем в ближайшее время оформлять этот аквариум. Здесь у нас тоже как бы не все получается. Вот этот погостимон что-то стал чахнуть, хотя при этом дает новые хорошие листики. А старый почему-то сбрасывает, хотя уже хорошо рос. Не могу сказать, в чем здесь дело. Кроме того, никак не можем заставить хорошо расти Монте-Карло. По идее, она должна была вот здесь вот все это самое оплести. А она пошла вон туда, куда-то, наезжать на другие растения. Ну ладно, сегодня мы о скатах, поэтому я закругляюсь, покажу вам еще раз скатиков. Скаты очень интересная рыба, она не требует особого ухода. Тьфу-тьфу-тьфу, но у нас не было никогда с ними проблем. И кушают очень хорошо. Самое главное – обеспечить им хорошую фильтрацию, подмену воды своевременную, и они будут радовать. А их движение, когда они на стенках делают волнообразные движения своей мантией, но он просто завораживает. И люди, проходя по нашему офису, не могут не остановиться около скатов. Они уже привыкли к этим аквариумам и ходят по 5-6 раз в день из своих кабинетов. Этот кабинет проходной. Вот. Они могут не останавливаться около дискусов, но около скатов я заметил, что останавливаются все и всегда. И обязательно помашут им рукой, а иногда и постучат по стеклу. Все, спасибо за внимание, до свидания.